прошлом видео мы с вами пытались осознать масштабы Вселенной. Мы пролетели мимо Вояджеров, покинули пределы Млечного Пути и замерли перед числом, которое невозможно представить. 93 миллиарда световых лет. Именно таков диаметр наблюдаемой Вселенной. Но вот в чем главная ловушка. Это число не размер всего космоса. Это лишь размер нашего пузыря. Пузыря света, который успел долететь до Земли за 13,8 миллиарда лет. За этой границей свет звезд движется к нам, но никогда не дойдет. Пространство там расширяется быстрее скорости света, навсегда пряча от нас то, что находится за углом. Сегодня мы рискнем заглянуть за этот горизонт. Мы разберем гипотезы, которые заставляют ученых сомневаться в реальности, а простых людей чувствовать холод бесконечности. Что скрывает тьма? Являемся ли мы частью гигантской мозаики или чьей-то случайной фантазией? Но прежде чем мы шагнем за черту, давайте разберемся, почему мы вообще говорим о крае. Представьте, что вы стоите посреди ночного леса с мощным фонарем. Вы видите лишь то, куда падает луч. Все, что за его пределами, для вас не существует, хотя лес там продолжается. С Вселенной все еще сложнее. Свет — это самый быстрый курьер в космосе, но даже ему нужно время. Глядя на далекие галактики, мы смотрим в прошлое. Самый древний свет, который мы можем поймать, это эхо Большого взрыва, реликтовое излучение. Это стена, за которую не заглянет ни один телескоп в мире. Но пространство не обязано подчиняться нашим ограничениям. Пока свет ползет к нам через миллиарды световых лет, само пространство между нами и краем расширяется. Оно растягивается, как резиновая лента. Это означает, что объекты, которые мы видели миллионы лет назад, сейчас уже находятся там, откуда информация не дойдет до нас никогда. Мы буквально заперты в тюрьме из скорости света. И это осознание — первый шаг к пониманию того, насколько огромен океан за пределами нашей камеры. Добро пожаловать за край. Это Кракен. Начнем с самого простого и одновременно пугающего. Современная космология говорит, наша Вселенная, скорее всего, плоская. И если это так, то она бесконечна. Но вот в чем парадокс. В любом ограниченном объеме пространства, например, в кубе со стороной в метр, существует лишь конечное число способов расположить частицы материи. Кварки, электроны, атомы, их количество в нашем пузыре огромно, но не бесконечно. Представьте колоду карт. Если вы будете перемешивать ее бесконечно долго, рано или поздно вам выпадет та же самая комбинация. В бесконечной Вселенной это правило работает и для атомов. Это означает, что где-то там, за пределами нашего зрения, на расстоянии примерно 10 в степени 10 в 115 степени метров, существует ваша точная копия. Там есть Земля, есть этот канал и есть другой вы, который прямо сейчас слушает эти слова. Единственное отличие может быть в цвете ваших глаз или в том, что вы выбрали на завтрак. Идея о двойниках в бесконечной Вселенной ведет к еще более пугающему выводу, который в науке называют квантовым бессмертием. Если существует бесконечное количество версий вас, то в любой катастрофической ситуации найдется мир, где вы выжили. В одном мире вы не попали в аварию, в другом вирус прошел мимо. В масштабах мультивселенной это означает, что жизнь — это не редкая случайность, а неизбежность, которая повторяется вечно. Ваша копия на другом конце бесконечности прямо сейчас, возможно, совершает то открытие, о котором вы только мечтали. Это не просто математика, это вызов нашему пониманию личности. Если нас бесконечно много, то кто из нас настоящий? Или мы все лишь разные грани одного гигантского кристалла бытия? В комментариях под прошлым роликом вы часто писали о матрице и цикличности. Но наука идет дальше. Это не сбой в программе. Это простая математика бесконечности. Если Вселенная не имеет конца, то все, что может произойти, уже произошло бесконечное количество раз. Но что, если бесконечность — это не просто повторение одного и того же сценария? Что, если за краем нашего мира правила игры полностью меняются? Познакомьтесь с теорией вечной инфляции. Представьте себе бесконечную, расширяющуюся среду, некий космический океан, который постоянно кипит. В этом океане то и дело возникают пузыри. Каждый такой пузырь — это отдельная Вселенная. И наш мир со всеми его галактиками, черными дырами и туманностями — лишь одна маленькая капля в этой бесконечной пене.
Самое захватывающее здесь то, что законы физики в этих пузырях не обязаны быть такими же, как у нас. В соседнем пузыре гравитация может быть настолько слабой, что звезды и планеты просто не могут сформироваться. В другом свет движется со скоростью пешехода. А в третьем время течет в 5 измерениях одновременно, превращая жизнь в нечто, что наш мозг просто не способен визуализировать. Многие из вас в комментариях под видео про масштабы Вселенной писали, что наше мироздание подозрительно напоминает нейронную сеть или клетку гигантского организма. И знаете что? Гипотеза мультивселенной дает этой интуиции научную почву. Если вселенных триллионы, то все это вместе может напоминать сложнейшую биологическую структуру, масштаб которой находится за пределами нашего понимания. Ученые даже пытаются найти доказательства этой теории. Есть гипотеза, что странное холодное пятно на карте реликтового излучения — это синяк, след от столкновения нашего пузыря с соседним. Мы буквально почувствовали толчок от другого мира. Если бесконечные копии и пузыри в океане кажутся вам слишком фантастическими, приготовьтесь к гипотезе, которая объединяет теорию относительности и квантовую механику. Что, если наш большой взрыв был не началом всего, а Финалом падения материи в другом мире. Существует теория, согласно которой каждая черная дыра в родительской Вселенной может быть колыбелью для новой, дочерней Вселенной. Когда звезда коллапсирует, материя сжимается в точку с бесконечной плотностью — сингулярность. Но некоторые физики полагают, что в этот момент пространство буквально прорывается, и с другой стороны происходит выброс энергии — большой взрыв. Представьте Вселенную как матрешку. Мы живем внутри черной дыры, которая находится в мире покрупнее. А черные дыры в нашем космосе прямо сейчас рождают новые миры, где, возможно, тоже есть жизнь. Зрители канала Кракен часто спорят в комментариях, является ли Вселенная случайностью или результатом чего-то замысла. Гипотеза миров-матрешек предлагает третий путь. Это бесконечный процесс самовоспроизводства космоса. Мы не случайная пыль. Мы часть грандиозного биологического процесса вселенского масштаба. Каждая наша мысль, каждый ваш лайк под этим видео — это крошечное событие внутри Титана, размер которого мы никогда не сможем измерить. Но есть и четвертый сценарий, самый тихий и самый жуткий. Что, если за краем Вселенной нет ничего? И под словом «ничего» я не имею в виду пустой космос или вакуум. Я имею в виду отсутствие самого пространства и времени. Представьте, что вы дошли до границы, где заканчивается сама ткань реальности. Там нет права или лева, нет вчера или завтра. Это абсолютное небытие, которое мы даже не можем представить, потому что наш мозг эволюционировал в мире, где у всего есть объем и длительность. Некоторые ученые считают, что наша Вселенная — это растущий пузырь, который прогрызает себе путь в этом великом ничто, создавая пространство и время там, где их не было. Мы как огонь, который пожирает пустоту, превращая ее в реальность. И если это так, то за краем нас ждет не другой мир, а абсолютная тишина, в которой еще не родились законы физики. За краем наблюдаемой Вселенной могут быть триллионы ваших копий, кипящие пузыри иных законов физики или бесконечная цепочка черных дыр. Пугает ли это? Безусловно. Но в этом и заключается величие человеческого разума. Мы, крошечные существа на маленькой планете, способны задавать эти вопросы и искать на них ответы. Тот факт, что мы никогда не увидим край Вселенной своими глазами, делает ее еще более прекрасной. Потому что самое интересное всегда скрыто во тьме. Какая из этих гипотез кажется вам самой логичной? Или у вас есть своя версия того, что находится за гранью? Пишите в комментариях, я читаю каждый из них. Это был Кракен. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее погружение в тайны, которые скрывает реальность. До встречи за горизонтом.